Уран в Близнецах. Что это значит? Эпоха перемен. Школы, где вас учили с книг 60-х годов, уже не работают. 7 лет перемен, мир изменится кардинально. Привет, друзья! С вами Генрих Яковлевич Жемчужный, астролог, хронолог, человек, который расскажет вам по-настоящему важные вещи простыми словами. Сегодня поговорим о Уране в Близнецах. Это не тренд из ТикТока и не астрострашилка. Это реальный сдвиг эпохи, который коснется каждого из вас. Хоть вы верите в гороскопы, хоть нет. Что такое Уран? Начнем с основ. Уран — это планета революций, неожиданностей, технологий, озарений и резких перемен. Там, где проходит Уран, все переворачивается. Он не спрашивает разрешения. Он ломает старое и дает новое, как молния. Быстро, резко, необратимо. Если Сатурн — это структура, границы, правила, то Уран — это взлом, хаос, свобода и будущая технология. Он управляет гениями и изобретателями, цифровыми прорывами, нервными срывами и моментами, когда жизнь меняется за одну ночь. А что такое Близнецы? Близнецы — это знак воздуха, управляемый планетой Меркурий. Они связаны с мышлением, речью, обучением, коммуникациями, новостями, языками, поездками и быстрой адаптацией. Если Уран — это разряд, то Близнецы — это провода. Если Уран — это озарение, то Близнецы — мысль, которая это озарение передает. Уран в Близнецах. Что это значит? Когда планета резких перемен входит в знак информации и мышления, мы получаем революцию сознания. Меняется не просто язык, меняется сама логика мышления. Меняются способы общения, обучения, передачи смысла. О чем речь? Появление новых форм языка. Эмодзи, символы, мемы, шифры. Развитие искусственного интеллекта и нейросетей. Метавселенные, телепатия, мгновенные коммуникации. Упадок старых форм образования и СМИ. Ускорение мышления и переход на новые способы обработки информации. Проще говоря, если вы не готовы меняться, система будет вас выбрасывать. А что было в прошлый раз? Последний раз Уран был в Близнецах с 1941 по 1949 года. Это было массовое развитие радио, телевидения, печати, пропаганда, шифры, коды, язык власти, информационное оружие и первые массовые трансформации в образовании. Люди начали мыслить иначе, речь стала мощнее, чем оружие. Информация стала главным ресурсом. А что будет теперь? 7 июля 2025 года Уран снова вошел в Близнецы и пробудет там около 7 лет. Что это означает? Резкий взлет технологий обучения, перепрошивка всего, что связано с мышлением. Люди будут осваивать новые языки общения с машинами. Мир войдет в фазу ментальной турбулентности. Инфошум усилится. Уровень внимания упадет. Люди, которые не умеют обрабатывать информацию, начнут теряться. А те, кто готов меняться, будут на шаг впереди всех. Запомните, это очень важно. Кто подвержен влиянию Урана особенно сильно? Больше всего почувствуют люди с личными планетами в Близнецах, Деве, Стрельце и Рыбах. Те, у кого Уран в натальной карте уже сильный, например, в первом доме, на асценденте или в аспекте к Меркурию. Молодежь, которая учится, работает с медиа, блогингом, искусственным интеллектом, журналистикой. Люди, которые боятся технологий, им будет сложнее всего. Что делать? Если вы слушаете это, значит времена простых решений закончились. Теперь каждый человек сталкивается с задачей. Учиться по-новому, мыслить шире, избавляться от догм, не бояться менять формат общения, понимать. Речь — это сила. Слово может как спасти, так и уничтожить. Вы можете закрыться и остаться в прошлом, а можете принять вызов и стать учителем будущего. Кармический смысл. Уран в Близнецах — это карма мышления. Нужно научиться не бояться информации, передавать смысл ясно, соединять людей знанием, а не разделять словами, строить информационные мосты, а не стены недопонимания. Понимаете, вот это очень важно, вот эти фразы. Соединять людей знанием, а не разделять словами. Если вы чувствуете, что можете быть этим проводником, у вас есть шанс. Шанс не просто выжить в этом изменяющемся мире,
а создать новый способ думать, говорить, быть. А теперь давайте поговорим о связках Урана с другими знаками. Потому что близнецы не единственные, кто почувствует перемены. Уран работает по всей системе и затрагивает целые ментальные сети. Какие знаки особенно включаются? Уран сам по себе связан со знаком Водолея. Он там управитель. А значит, люди с сильным Водолеем в первую очередь почувствуют, что мир меняется по их сценарию. Это их стихия, их технология, новизна, свобода, скорость, нестандарт. Но и ответственность у них — нести новые идеи в массы. А теперь внимание. Когда Уран входит в Близнецы, он делает тригон к Водолею — это союз. Делает тригон к Весам — это еще один союз. Делает оппозицию к Стрельцу — это вызов. Делает квадрат к Деве и Рыбам — это напряжение. Что это значит? Водолеи, Близнецы, Весы, у вас откроется второе дыхание. Ускорение, вдохновение, новые возможности. Но не расслабляйтесь, придется выйти из зоны комфорта. Стрельцы, Девы, Рыбы вас будет шторить. Уран скажет: ты думал, что все понял? Нет, учись заново. У кого сильная логика, может зависнуть. У кого мечты без действий, будет разрыв. Придется перепрошивать себя. Что делать в это время? Вот конкретные практические рекомендации простыми словами. Не бойтесь менять мнение. Раньше вы верили в одно, теперь в другое. Это нормально. Уран не про стабильность. Учитесь коротко и ясно говорить. Чем проще ваш язык, тем сильнее вы звучите. Изучайте новые технологии, даже если вам 50+, особенно если 50+. Искусственный интеллект, голосовые нейросети, новые языки, шифры, подкасты, короткие видео — все это инструменты новой эры. Чистите свой информационный поток. Вы — то, что вы слушаете, читаете, смотрите. Выкиньте мусор, настройте себя на знания. Станьте переводчиком между мирами, между молодыми и взрослыми, между аналогом и цифрой, между старым мышлением и новым. Таких людей будет мало, но именно они будут на вес золота. Уран в Близнецах — это не просто про будущее. Это про вас, про то, как вы думаете, про то, как вы общаетесь, про то, что вы передаете дальше. Это не про астрологов, это про ваше мышление, ваш язык, ваш выбор. Вы должны понять, это не просто какой-то там уран, это мощный сигнал для всех, что старые институты рушатся. Школы, где вас учили по книжкам 60-х, уже не работают. Модель «работа, пенсия, гроб» вылетела в окно. Инфляция доверия к власти, к экспертам, к СМИ. Люди перестают слушать тех, кто просто занимает должность. Теперь слушать тех, кто говорит ясно и по делу. Это время для тех, кто умеет думать, и для тех, кто хочет научиться. Если вы чувствуете, что все вокруг трещит по швам, вы правы. Планеты входят в знак разума, и разум должен быть свободным, обучаемым, живым. Кто не успеет адаптироваться, будет утопать в потоке новостей, фейков, страха и бреда. А кто начнет учиться, меняться, видеть дальше, получит информационную силу, а это новая валюта. Потому что интеллектуальная сила — это и есть настоящая защита в эпоху хаоса. С вами был Генрих Яковлевич Жемчужный. Учитесь говорить четко, смотрите в корень. Берегите свой разум, будьте внимательны к словам, потому что сейчас именно слово — главный инструмент эволюции. Или вы владеете им, или оно владеет вами. До встречи на следующих эфирах, пусть информация будет на вашей стороне.